Приветствую вас, мои дорогие друзья, на канале History Study без Аллы Гоналски. Сегодня я хотел бы обсудить некоторые высказывания историка Марка Солонина. Но прежде чем начать разбирать в деталях, я хотел бы задать вопрос всем тем из числа поклонников Марка Солонина, кто действительно поддерживает отчаянную героическую борьбу Украины за свою свободу и независимость. Скажите мне, пожалуйста, как охарактеризовать человека, сказавшего вот это все? Хочу здесь провести две параллели. Тогда станет многое понятно в сравнении. Значит, была польская партизанская армия Краева. Я уже не говорю про то, что армия Краева всю войну воевала на стороне гитлеровской коалиции. Воевала, не воевала, изображала войну, не изображала. Но она хотя бы была на той стороне. Когда советская армия заняла Польшу, что сделали поляки? Командующий армией Краевой издал последний приказ, в котором всех поблагодарил за службу. Это раз. Освободил от присяги. Два. И велел демобилизоваться. Три. Вот так они закончили. Да, мы проиграли, мы разгромлены, не надо продолжать безумствовать. Точно так же закончила войну на стороне, между прочим, Германии и Финляндии. Они подписали с СССР сначала соглашение о прекращении огня, а потом перемирие. Кекконен тогда был министром иностранных дел. Он обратился по радио и сказал: «Наша героическая борьба закончилась поражением. Наш мужественный противник, то есть Красная Армия, нас победил. Теперь каждый финн должен набраться мудрости хотя бы в том объеме, чтобы понять, что могучий Советский Союз не захочет терпеть у своих северных границ государство, наполненное мыслью о реванше». Итак, Финляндия закончила. Заметьте, финны дважды отдавали СССР территорию без единой минной ловушки, без единого партизанского отряда, без единой диверсии и выстрелов из-за угла. Да, мы проиграли. Точка. Что сделало руководство УНУПА и за что их больше всего не люблю? В абсолютно проигрышной ситуации, без малейшего шанса на успех, ну неужели 40-тысячная армия могла что-то сделать с Красной армией образца 1945 года? Важная вещь. Украинская повстанческая армия УПА была разгромлена к середине 1945 года, и от нее уже не оставалось следа. Никакой армии больше не было. Были отдельные бандгруппы, которые на протяжении долгих лет до начала 1950-х продолжали стрелять. Конец цитаты. Ну что ж, на мой взгляд, эти слова Солонина показывают его как, во-первых, имперца, потому что это подтверждается полемикой в Фейсбуке со сторонниками независимости Украины. Второе, полонофоба. Он сказал с сомнением, воевала ли АК с нацистами, так что возникло впечатление, что вообще не воевала. И ценность этой армии была таким образом сведена к абсолютному нулю. А ведь АК — это главная сила Варшавского восстания августа 1944 года. Однако создается впечатление, что для советско-подданного Солонина это не героизм. Они ведь не сдались на милость превосходящему по силе противнику. Третье. Манипулятора. Но весь вопрос в том, когда он говорил правду. В 2010 году в этом интервью на Эхе Москвы или сейчас, когда он позиционирует себя как сторонник борьбы Украины с превосходящим по силе врагом. Четвертое. Капитулянт запущенного Путинской империей в украинское медийное пространство. Так как Солонин назвал продолжавших сопротивляться украинских повстанцев бандгруппами, то по Солонину все украинские патриоты, взрывающие и убивающие российских оккупантов в Украине в 2022-2024 годах, тоже получаются бандиты. А расстрелянный соотечественниками Солонина украинский боец, не докуривший свою последнюю в жизни сигарету и не снявший свой шеврон, выходит упрямый дурак или бандит? Интересный помощничек. С такими «друзьями» в кавычках, как Солонин, Украине и враги не нужны. С посылом Солонина: а что сделало руководство УНУПА и за что я их больше всего не люблю, в абсолютно проигрышной ситуации
без малейшего шанса на успех. Но неужели 40-тысячная армия могла что-то сделать с Красной армией? Мы подойдем к Варшавскому восстанию и восстанию в Варшавском гетто. То есть он тоже презирает руководителей восстания в гетто и не считает восставших в гетто евреев героями, потому что они продолжали сопротивление без малейшего шанса на успех. Так? Или же презрение Солонина касается только и исключительно украинских повстанцев. Дальше. Фраза Солонина «продолжали стрелять» напоминает мне афоризм одного украинского известного юмориста. Надо просто перестать стрелять. Выше приведенная обширная цитата взята мной из интервью Солонина на Эхе Москвы, датированном понедельником, 22 февраля 2010 года. Помимо этой цитаты, его интервью содержит массу очень показательных моментов. Ознакомившись с текстом и аудиофайлом подробно, можно констатировать, что выступление Солонина представляет собой длинный список пропагандистских приемов и искажений информации для манипуляции сознанием. Ну вот, к примеру, процитирую еще один пункт. Солонин. Был декалог. 10 заповедей украинского националиста. Пунктом 8 там было: ты совершишь любое злочинство, если того требуют интересы дела. Злочинство – преступление, совершенно нормальное, вполне суверенно развившееся фашистское движение. Конец цитаты. Ну, в переводе Солонина это звучит ужасно, что фонетически, что смыслово. Но давайте обратимся к оригиналу декалога украинского националиста, авторства Степана Лынкавского. Там можно увидеть и передернутый смысл, и перевирание текста на прямо противоположное, сделанное Солонином. Ну, судите сами. Вот оригінал. Пункт 8. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, коли цього вимагає добро справи. Полный и правильный перевод. Без колебаний исполнишь самое небезопасное действие, когда этого требует благо дела. Таким вот образом, с помощью перекрученной цитаты из декалога, Солонин спешит назвать УНБ фашистским движением, разрывая при этом логическую цепочку, без подкрепления такого вывода какими-либо достоверными фактами. Приведу следующий фрагмент интервью. Дымарский. И первый провокационный вопрос. Вы бы дали героя Украины Степану Бандере? Солонин. Нет, он не герой. То есть я могу понять какие-то причины, какой-то образ мышления, с точки зрения которого Роман Шухевич герой. Да, он погиб в бою. Но я никак не могу назвать героем, в кавычках, человека, который втянул десятки тысяч людей в братоубийственную войну. Причем втянул не добрым уговором. Туда же мобилизовали людей. Приходили вооруженные люди, забирали хлопца из хаты. То есть втянули людей в братоубийственную войну. Залили весь запад Украины кровью, после чего Микола Лебедь у нас пишет мемуары в Канаде. Степан Бандера живет в Мюнхене, а это самый богатый город и дорогой в Германии. А Василь Кук, последний командир армии непокоренных, как это у них называется, в 1954 году, будучи арестованным, рассказал все, что мог. Потом его возили по всей Украине. Он читал лекции, рассказывал, как это плохо, буржуазный национализм. Это последний командующий УПА. В 1960 году он был официально амнистирован и назначен на работу в Институт истории Украинской академии наук, где писал диссертацию. Ну что ж, давайте разберем детально. Пункт 1. В какую, собственно, братоубийственную войну втянул десятки тысяч людей Бандера? И когда именно? В конце 1939, в 1940 или в первой половине 1941 года? Потому что до сентября 1939 года Бандера находился в заключении у поляков. А после начала июля 1941 он уже был под арестом у нацистов. И никакой братоубийственной войны в Украине с осени 1939 до лета 1941 года не было. Пункт 2. Запад Украины действительно был залит кровью. Как раз с сентября 1939 по июнь 1941 года. И еврейской.
и украинской, и польской, но не бандеровцами, а специалистами из НКВД. Документальные свидетельства этому у меня имеются. Пункт 3 очень интересный. Микола Лебедь, третий человек в иерархии УНБ, в Канаде не проживал. С 1949 года он пребывал на территории США. Особой разницы, конечно, нет. Но для историков такие фантазии недопустимы. Пункт 4. Ну и что с того, что Мюнхен самый богатый и дорогой город Германии? Это что, делало Бандеру миллионером или давало ему гарантию собственной неприкосновенности и безопасности? Пункт 5. Армия непокоренных, у кого это, как это у них называется, сказал Солонин. У украинцев, которым товарищ Солонин бежал из России. Пункт 6. О деле Василя Кука на основе рассекреченных архивов КГБ прекрасно написали украинские историки. Но по агитпроповской методичке Солонин решил изобразить руководство УНБ и УПА некими прохиндеями и трусами. Вот интересный документ из архивов КГБ. В нем сами чекисты указывали, что в отношении оперативных мероприятий Василь Кук, я процитирую, потому что цитата очень интересна. Василь Кук, хотя и дал согласие на участие в оперативных мероприятиях, но под всякими предлогами сразу же стал избегать выполнения своих обещаний, не открыл имеющихся у него договоренностей по связи с зарубежными центрами ОУН, стал вносить сомнительные предложения. По этим причинам проведение оперативных игр с использованием Кука вскоре было прекращено, и КГБ принял решение о его использовании в пропагандистских мероприятиях, которые проводили органы госбезопасности против антисоветских организаций украинских националистов. Однако от выполнения заданий КГБ он уклонялся, никаких материалов, которые заслуживали оперативное внимание, не предоставлял. В последние годы связь с Куком как агентом прекращена, но по оперативным соображениям ему об этом не сообщалось. Конец цитаты. Показательно. Но давайте вернемся к Солонину. Да и к слову говоря, когда они провозгласили свою так называемую независимую Украину 30 июня 1941 года во Львове, то 4 июля послали приветствие. Не хочу ошибиться, поэтому прочитаю. Послали приветствие Адольфу Гитлеру, Герману Герингу, Иохиму Риббентропу, Бенито Муссолини, Франциско Франко и Анте Павеличу, главарю хорватских усташей. Ребята совершенно честно объявили, кто их друзья и с кем они хотят дружить. Приветствие Гитлеру посылали и советские руководители, и даже британские. Принимая во внимание, что от советской оккупации украинцев освободили не Британия и не США, а как раз германский вермахт, то само собой, что приветствие посылалось странам оси. Солонин хоть и прочитал текст, но ошибся. Украинские националисты не искали дружбы с Гитлером. Им был нужен союзник в борьбе с СССР, а не друг. Уточню, что для бандеровской фракции ОУН союз со странами оси был лишь тактическим приемом, но не стратегической линией поведения. Государственная независимость Украины для руководства УНБ была краеугольным камнем, целью и смыслом жизни. Следующая цитата из Солонина весьма обширна, но она важна для нашего обсуждения. Дымарский. Рубеж 1939 год. В том смысле, что до этого врагом была Польша, после того, как Западная Украина стала советской. Врагом номер один стал СССР для ОУНовцев. Солонин. Я даже не помню, чтобы они когда-нибудь об этом слове говорили. Врагом всегда была Москва и москали. Это все-таки не совсем Советский Союз. Дымарский. Советский режим, советская власть. Солонин. К сожалению, это было скорее русофобское, нежели антисоветское движение. К сожалению. Фактически, самым большим военным действием, которое сделала УПА, это была страшная резня польского населения на Волыни. Вот что было вообще самым крупным военным действием. Первый руководитель организации, Евген Коновалец, в 1938 году был убит советским агентом в Роттердаме, что не пошло на пользу дела. Организация раскололась на две части. Одна Мельниковская, другая Бандеровская. Центральный украинский комитет Кубиевича 2-3 года существовал. Безусловно, это было сотрудничество, коллаборация с немцами. Но надо признать, что там
все было достаточно спокойно, не считая, конечно, поголовного уничтожения евреев. Но всех остальных не трогали, и на Галичине было достаточно спокойно. Была половина ОУНа под руководством Мельника, которая однозначно пошла в услужение к немцам. И было плохо управляемое бандеровское ОУН, которое немцы поддерживали на всякий случай, для какого-то непонятного поворота событий. Но сам Бандера, конечно, очень хотел сотрудничать с немцами. Далее пишет Стецко для немцев: Москва и жидовство — это наибольшие враги Украины и носители разлагающих большевистских интернациональных идей. Стою на почве уничтожения жидов и целесообразности перенесения в Украину немецких способов уничтожения жидовства. Тут еще Стецко дописал своей рукой в тексте, исключая их ассимиляцию. Да, фрагмент очень важный. Но давайте опять разберем и по винтикам, и по пунктикам. Первое. Для Украины оккупантом и поработителем была Москва. Что белая, что красная, что нынешняя путинская. Самый большой удар по русской культуре, языку, интеллигенции нанесли не УНБ или УПА, а именно власти России. Так что русофобия украинцев, о которой в унисон твердят Солонин и Путин, лишь их судорожная попытка утвердить и защитить свою империю. Если бы историк Солонин заглянул бы в рассекреченные СБУ архивы КГБ СССР, то обнаружил бы документальные доказательства ожесточенного противостояния УПА гитлеровцам, которые активно применяли против украинских повстанцев и артиллерию, и танки, и даже авиацию. Пункт 3. Убийство руководителя ОУН Евгена Коновальца в мае 1938 года не стало поводом для раскола организации, который, к слову, произошел лишь в феврале 1940 года. 4. Помимо геноцида в отношении евреев, нацисты уничтожали и ромов, а также проводили самые широкие репрессии в отношении как раз бандеровской фракции ОУН. Никакого спокойствия там и в помине не было. 5 пункт. Повторяя несколько раз в различных интерпретациях мысль о том, что сам Бандера, конечно, очень хотел сотрудничать с немцами, историк Солонин использует очередной пропагандистский прием внушения. После своего ареста, смерти двух своих братьев в нацистском концлагере Аушвиц и репрессий в отношении УНБ, очень хотеть сотрудничества с нацистами мог либо идиот, либо беспринципный прохиндей, либо циник. Но ни одно из этих определений не подходит для Степана Бандеры. 6 пункт. Где, как и когда, собственно, немцы придерживали плохо управляемое бандеровское ОУН на всякий случай? Для какого такого, собственно, всякого случая? И для какого такого непонятного поворота событий? Это еще один яркий пример пропагандистской демагогии. Пункт 7. О деле Ярослава Стецко, заместителя Бандеры, я писал подробно и приводил не только рассекреченные документы КГБ, но и рассекреченные документы ЦРУ. Обильно цитируемый Солониным фейковый так называемый життєпис Стецко, по сути, единственное якобы доказательство антисемитизма главы антибольшевистского блока народа. Проведенные исследования показали, что этот життєпис не более чем советская подделка. А историк Солонин без тени сомнения принимает это за аутентичный документ, несмотря на весь свой опыт развенчания советских мифов. Пункт 8. Любопытно, что приводя перевод этого самого життєписа, Солонин оставляет слово жидовство без перевода. Иначе вместо оскорбления было бы обычное слово еврейство, потому что другого слова в украинском не существовало. Смысл пасквиля это не меняет, но эффект усиливает. А для пропаганды сущая находка. Приведу еще одну цитату из интервью Солонина на Эхе. Дымарский. Чем тогда они не угодили немцам? Бандера и Стецко. Почему они там то ли под домашним арестом находились, а Бандера даже в лагере? Солонин. После вот этого письма они оказались в Заксенхаузене. В том-то то и дело. Во-первых, это не понравилось немцам. Понятно, и те, и другие, будучи фашистами, имели большие стилистические различия, как мне представляется.
Такие выходки с самочинным провозглашением правительства, я даже не исключаю, что если бы бандеровцы верноподданнически и спросили согласия, разрешения, может быть, немцы бы на это и пошли бы. При этом надо иметь в виду, в каком они сидели Заксенхаузене. Они сидели там в специальном отделении в следующей компании. И компания была точно как в Новом Ковчеге. Сидели они вместе с бывшим канцлером Германии, вместе с Эрнстом Тельманом. Не надо объяснять, вместе с такими французами, как Леон Блюм, Рейно, Деладье. Вместе с бывшим канцлером Австрии Шушнингом, сыном маршала Италии Бадольо и сыном Сталина Яковом Джугашвили. Но что самое интересное, Бандера был в камере номер 71, а в камере номер 73 сидел, как здесь написано, головный комендант, то есть какой-то из руководителей польской армии Краевой. То есть злейшие враги были через камеру. Разберемся детально. Первое. Фашистами нацисты себя не считали, так же как и УНБ. И никто, кроме россиян, их фашистами не считает тоже. В Нюрнберге УНБ не были признаны преступниками, а обнаруженные документы показали, что УНБ как раз был жертвой. Второе. Что касается провозглашения независимости Украины 30 июня 1941 года. У Солонина огромнейший пробел в знаниях по поводу окружения Гитлера и от того, кто и как в этом окружении относился к Украине и украинцам. Иначе бы ему стало известно, что Абвер и Вермахт не только с пониманием относились к акту независимости Украины, но и заблаговременно предупредили УНБ о готовящихся в отношении них арестов и репрессий со стороны СД, СС и НСДАП. Поэтому глупость Солонина о верноподданнической просьбе бандеровцев я оставлю на его совесть. Третье. В личной дискуссии с Солониным на Фейсбуке спустя почти 10 лет после этого знакового эховского интервью я заметил, что уважающему себя историку следует выяснить, что за поляк такой находился в соседней с Бандерой камере в концлагере, что с ним произошло и как к его курортному в кавычках заключению относятся сами поляки. Так вот, этого неизвестного Солонину поляка звали Стефан Ровецкий. Он был генералом польской армии, участвовал в 3 войнах. Первой мировой, советско-польской 19-20 годов и Второй мировой. После капитуляции Польши осенью 1939 года Ровецкий перешел на нелегальное положение. В 1940 он возглавил Союз вооруженной борьбы. А с февраля 1943 года он стал главным комендантом армии Краевой, то есть ее командующим. Полный список наград этого человека впечатляет. Но вот лишь самые примечательные. 8, подчеркну, 8 крестов храбрых. Это польский орден. Орден почетного легиона, Франция, 1937. И орден Легион почета, Legion of Merit. Это награда из США. В 1984 году Ровецкий посмертно был награжден президентом Рональдом Рейганом. Российские так называемые борцы с фашизмом объявили блок Целенбау, где содержались Бандера и Ровецкий, почти курортом. Только курортников тамошних либо расстреливали, как этого генерала Ровецкого, либо забивали до смерти на допросах. Я укажу, что узникам блока Целенбау Степану Бандере и Стефану Ровецкому была устроена тайная встреча 22 июля 1943 года. На этой тайной встрече они обсуждали дальнейшие перспективы украинско-польских отношений, политику западных союзников и приход в Украину и Польшу большевиков. Еще до ареста Ровецкий весьма активно контактировал с правительством Польши в изгнании по поводу межнациональных отношений с украинцами. А итогом встречи, этой тайной встречи с Бандерой, стало переданное генералом сообщение. Уже сейчас мы должны считаться с потерей наших восточных земель в пользу украинцев. Ну и в завершение я приведу еще одну цитату из интервью на Эхе. Демарский. И все-таки вопрос, с которого мы начали, чтобы поставить точки над «и». Бандера, по вашему определению, украинский фашист или украинский нацист? Да? Солонин. Да, безусловно. Дымарский.
Но в то же время он не был пособником нацистской Германии. Солонин. Это вполне самостоятельно, автономно возникший, развившийся в силу весьма специфических условий развития Галичины галичанский феномен. Это не украинский феномен, как мне представляется. Это галичанский феномен. Это галицийские фашисты. Дымарский. Но можно говорить, что на стороне нацистской Германии он не воевал? Солонин. Он хотел, но его не взяли. И тем не менее, именно они, именно УПА очень сильно помешала красным партизанам разрушить эти самые две железнодорожные ниточки, на которых висело снабжение немецкого фронта. Конец цитаты. Давайте разберемся. Пункт первый. Степан Бандера по Солонину — это украинский фашист и украинский нацист. В таком случае сам Солонин садомазохист получается. Потому что он приехал в фашистско-нацистскую Украину. Ну, я не знаю, или может быть у него там высокая миссия, и он видит свою задачу в защите советских и российских памятников в Украине от фашистско-нацистских вандалов. Далее, второй пункт. Сентенция про якобы галичанский феномен галицийских фашистов просто смешна своей напыщенностью. И она свидетельствует о том, что товарищ Солонин продолжает попытки советско-российских пропагандистов отделить антифашистский якобы восток Украины от якобы фашистского запада. Мне интересно, изменились ли взгляды Солонина после вторжения его родины в Украину и обстрела всей Украины армией его родной и близкой сердцу путинской России. Пункт третий. В отличие от Марка Солонина, в УПА понимали, что такое СССР и какую, собственно, угрозу для мирного населения представляют его карательные органы. Потому и мешали красным, как могли и где могли, по собственному опыту понимая, что именно ожидает их самих, их близких и всех жителей Украины после повторной советской оккупации. В заключение я скажу, что люди, их мировоззрения и воззрения порой меняются абсолютно. Иногда они прогрессируют, иногда, увы, деградируют. В данном случае я вижу последовательную позицию человека с имперским мышлением, ненавидящего все антикоммунистические движения за свою национальную независимость. Что чилийские, что литовские, что польские, что еврейские, что украинские, что любые другие. Спасибо вам.